Всем иностранцам очень Россия привлекает, потому что эта страна очень экзотичная, очень отличается от Европы. Очень холодно зимой, очень жарко летом. Можно делать вещи, которые у нас уже нельзя делать. Здесь, в принципе, такое ощущение, что страна с огромными возможностями. С другой стороны, это страна, которая очень близка к нам. То есть, с одной стороны, очень понятная, потому что культура одинаковая, те же самые балеты, оперы, театры, музеи, как у нас, очень похожа европейская культура. Но с другой стороны, очень отличается от Европы. То есть очень часто европейцы говорят, что русские очень очаровательные, очень гостеприимные, очень эмоциональные. Вот такие вещи тоже. И поэтому я не знаю ни одного иностранца, который не любит здесь жить. Реально. Мое самое первое впечатление – Шереметьево, таможники, которые проверяют паспорта. Я не знаю, помните или вы нет, но в это время это просто ужас был какой-то. И это обидно, потому что самое первое впечатление, которое иностранцы имели от России, это они приземлились, показывают паспорт, и там очень жестко, сурово, часами вас проверяют. А второе впечатление – это на второй день я попал в мою единственную и последнюю драку в жизни. Какой-то пьяный на меня напал, и мне пришлось с ним драться. Но это больше никогда не повторилось. Я всем друзьям рассказываю, что Москва – самый безопасный город на свете, намного больше, чем Лондон и Париж. Но, как назло, второй день моего приезда в Москву на станции метро 1905 года, вот мне пришлось драться на улице. Папа англичанин, мама француженка. Я всегда жил в Европе, в Лондоне, в Париже, и мне хотелось новые края узнать. Я изучал русский язык в школе, как третий язык, это обязательно было. Какой-то я выбрал русский. Поэтому как-то мне любопытно было приехать в Россию. Мне настолько понравилось здесь жить, что я уже не хотел уехать. И я искал другую работу, и я здесь остался. Я здесь образовал очень много друзей. Жизнь в Москве мне очень понравилась. Культурная жизнь, ночная жизнь, рабочая жизнь, путешествия по России. Это все было настолько экзотично для обыкновенного европейца, как я, что мне очень хотелось остаться. Вау, сколько много разных полировок. Это, да. Реально. Я мог попасть на мебель, на одежду, на фарфор, на любое. Я случайно попал на часовой бренд. Я не искал часовой бренд. Это случайно произошло. А дальше, когда я встретил этих часовщиков на заводе, когда я прикоснулся к истории этого бренда, это настолько интересно. Но кто поверил 10 лет назад, что русский советский бренд мог бы сейчас стать на уровне самых великих швейцарских брендов? А мы сейчас на этом уровне. Это новый корпус, который выйдет в начале следующего года. Это образец. Номер 754. Сообщение. Москва. Санкт-Петербург. Прибыл на 11-й путь. И вот, наконец, Питер. Я всегда очень рад сюда приезжать. Здесь так много культуры, эмоций, красоты. Здравствуйте. Как дела? Любой сотрудник часового завода, мне кажется, вам ответит, что у него ощущение, что он участвует в проекте, который намного выше, чем какой-то бизнес-проект. Речь идет об истории, 300-летней истории, культура российской, ценности русские. Это не бизнес, это много выше этого. Это мы почти как большой театр. Я был раньше адвокатом, я был раньше банкиром. И я такой страсти, любовь к своей работе нигде не видел до такой степени. Часовщики, они обожают свое дело. Конечно, это работа, конечно, они зарплату получают, но это не только это, и это далеко не только это. Вот. И, это просто очень интересно. Они творят чудеса своими руками. Выражение «русская душа», «the Russian soul», «l'âme russe»,
Это существует на всех языках, все про это знают. Все читали Достоевский и так далее. А выражение «английская душа» или «французская душа» я просто никогда это не слыхал. Ну, просто русские, и еще раз, все иностранцы будут согласны со мной. Русские намного более эмоциональные, намного больше переживают. Но это факт. И все это связано с душой. Мы все знаем про Фаберже. Фаберже очень известный бренд, но если бы не была революция, наверное, это был бренд на уровне этих самых высоких европейских брендов. Чтобы бренд развивался, нужно время. Вы же сами знаете, все известные западные бренды – это старинные бренды. Они не так стали известными. Нужно очень много десятков лет стабильного роста. Просто история России не дает такое время. Но почва есть. Все эти бренды за границей, которые известны, они все основаны на историю, культуру, мастерство, традиции. Все это есть в России. Почва есть хорошая, есть. И это вот что мне привлекло с ракетой. Здравствуйте, Дэвид. Добрый вечер. Рады вас видеть. Вам слово. Здравствуйте. Когда я приехал 20 лет тому назад в Россию, Россия была похожа на это. Ну, многие из вас, наверное, это не видели, но это было время, когда русским было очень стыдно быть русскими, когда русские все хотели уехать в Америку, жить за границей, когда русские не хотели не купить ничего русского, когда русские кланялись перед западными брендами. Вот какое время было. Но я, как иностранец, и как многие иностранцы, видели Россию совсем с другой точки зрения. Когда объявили первые санкции на Россию в 2014 году, мы объявили, что мы уже не будем американцам продавать наши часы. Но это был, конечно, больше маркетинговый шаг, потому что в это время мы особенно не продавали наши часы за границей. Сейчас мы много продаем за границей. Все иностранцы, которые я знаю, которые уехали, им всем было очень обидно уехать. Их заставили уехать. Это их компании сказали: все, вы уезжайте, потому что мы закрываемся. Они не хотели уехать. То, что меня касается, ну, во-первых, я здесь очень давно живу, то есть я почти самую большую часть своей жизни провел в России, то есть это очень... Я не какой-то экспат, который может легко просто сложить чемодан и уехать. Мои дети шли в русскую школу, у меня еще одна дочка в школе здесь, поэтому я больше привязан к этой стране, чем экспат какой-то. Я переехал сюда, когда они были очень маленькие, то есть мы их послали... Я принял решение их послать в русскую школу, государственную, обыкновенную. Им очень понравилось, мне тоже очень понравилось там обучение, которое они получили. И 3 из них уже закончили и сдали ЕГЭ, и мои дети были очень счастливы. Я каждый из детей 1 год отправил учиться за границей. В течение... Ну, они продолжали параллельно в русской школе работать. И одного сына я отправил в Англию, в пенсионат. И ну, у него английская фамилия, то есть учитель никак не мог понять, что он из России. Но он настолько быстро закончил первый экзамен по математике, что... Это мой сын рассказывает, что он сказал: а вы учились в России или что? Ну, потому что многие знают, что у русских очень сильный уровень по математике, и это правда. И просто благодаря математическому обучению, которое он получил в России, его уровень был намного выше, чем уровень таких же детей возраста в Англии. То есть для него он сдал за 20 минут то, что они за 2 часа должны были писать. Вначале очень пугало всех, что мы писали «сделано в России», и что мы особенно всегда писали на русском языке. А мы специально говорили «нет». Мы считаем, что это человек, который покупает русские часы, он не хочет на циферблате видеть английские слова. Это как бы для него это выбор покупать русские часы. И поэтому это сознательный ход был, что мы все должны писать на русском языке и не стыдиться тем, что это сделано в России. Мы не будем скрывать нашу историю. С бизнес-точки зрения было бы намного рациональнее закрыть этот завод, делать как все остальные, все покупать в Китае или в Швейцарии и просто какой-то потемкинскую ателье создать, где мы притворяем, что мы что-то делаем.
Но в длинный срок это была бы неправильная стратегия развития. Мы решили сохранить этот завод и очень гордиться тем, что мы сделаны в России. Часовой мир, мировой часовой мир был бы намного скучнее, если не было русских часов. И люди по всему миру это очень ценят. Мы сохранили в целом советско-технологический процесс. Это очень, на самом деле, простые станки, ну как Калашников. Или как русский ракетно-носитель «Союз», который непрерывно уже 60 лет летит в космос. Это уже современные станки, которые здесь точат зубья. Детали очень-очень-очень-очень маленькие. Но здесь чертеж, и вы видите, какие зубья. Это триб. И здесь у нас работают молодые люди. Мы ими очень гордимся. Жизнь – это не только деньги. Это, если жизнь была бы только денег, это было бы очень скучно и даже вульгарно, я бы сказал. Мы все живем для чего-то, наверное, более интересного или высокого. И мне просто очень нравится это дело. Как дела? Что нового? Представляете, наш завод, наша фабрика существует уже 300 лет. Она была создана императором Петром Великим. Представляете, насколько это престижно участвовать, прикоснуться к этой фабрике. То есть у всех есть долг почти перед историей, перед будущих поколениях, что это уже 30 лет живет, и ни в коем случае не должны остановиться. Мы должны это все спасти и передать следующему поколению. Несмотря на всю ситуацию, и в России, и за границей продажи растут без остановки. Страна очень изменилась, Москва очень изменилась в эти годы. Конечно, она стала более красивой, более чистой, более порядочной, уровень обслуживания стал много выше. То есть с любой точки зрения Москва сравнивается с самыми хорошими столицами европейскими. И я лично думаю, еще раз, это все иностранцы, которые я знаю здесь, живущие в Москве, считают, что даже иногда более высокий уровень, чем в Европе. Во Франции, например, магазины закрыты по воскресеньям. Все. Вы ничего не купите по воскресеньям. В течение недели магазин закрывается в 7. Если вам хочется кушать между 2 и 7 второй половине дня, все рестораны закрыты. Если вы хотите что-то купить в 11 вечера, все закрыто. В России это не так. Все работает круглосуточно и очень эффективно работает. В целом, европейский менталитет более циничный, а русский менталитет более наивный, добрый. Это, конечно, очень сложно говорить, каждый человек индивидуально, да? Но в целом, да, у меня друзья во всех, и русские, и англичане, и французы. Жизнь очень такая богатая, что я могу со всеми общаться. Я всегда говорю, что мое самое любимое русское блюдо – это салат оливье. Единственное, очень часто русские всегда кладут слишком много майонеза. Вот я не знаю почему. Мне, в принципе, все нравится. Я очень люблю котлетки, я очень люблю пельмени, я очень люблю селедку под шубой. Очень много русских блюд мне нравится. Что всегда иностранцев удивляет здесь, это что когда есть банкет или свадьба, слишком много еды. То есть стол настолько набит, что мы кушаем не больше трети того, что есть на столе. И для иностранцев это очень странно, что вся эта другая еда просто бросается. Я очень люблю все традиции, связанные с русской баней, что там кушаем, пьем, болтаем часами. Это очень-очень мне нравится. Я полностью тоже вошел в традицию тостов. В Европе никто не делает тосты или крайне редко. Я уже научился делать тосты. Иногда я уже больше тостов делаю, чем мои русские друзья. Я недавно вернулся из Швейцарии, я сделал тост, и все на меня смотрели с удивлением, потому что зачем ты делаешь тост? Вот. С этой точки зрения, да, я брусевший, может быть. К сожалению, я очень мало путешествовал по России, очень мало.
Я никогда не был в Сибири, я никогда не видел Байкал, я никогда не был на Урале. Есть очень-очень много мест, которые я хочу еще увидеть, просто времени очень-очень мало. Я только из Дагестана вернулся, например. Мне дико понравился Дагестан, я был в Дербенте, я был в горах. Я знаю, что есть очень красивые края, и я очень хочу все это увидеть. Я надеюсь, что у меня будет больше времени путешествовать по России. В целом, мой дом здесь сейчас уже. Я здесь уже живу 17 лет. Вся моя жизнь семейная, профессиональная здесь, поэтому, когда я на каникулах нахожусь в Англии или во Франции, я всегда знаю, что в какой-то момент пора уже вернуться, и мне хочется уже вернуться, потому что весь мой центр жизни уже здесь. Я очень люблю русскую культуру, я очень люблю русскую историю, и я очень люблю город Москва.